Глава 1991. Поздняя стадия интеграции тела. Часть 2. Похоже, что это небесное явление было вызвано прорывом на позднюю стадию интеграции тела, но оно гораздо более пугающее, чем то, свидетелем которого мне посчастливилось быть в прошлом, нерешительно ответил буддийский монах Цзинь Юэ. В этом нет ничего странного. Небесные явления, вызванные прорывом, зависят от их силы. Вообще говоря, чем страшнее явление, тем сильнее превозмогатель скорби. Но в то же время он также будет сильнее погружен в чрезвычайно опасную ситуацию. Из-за свирепости этого набора небесных явлений, я думаю, уважаемый Даос Хань, возможно, не сможет успешно преодолеть свои невзгоды, задумчиво размышлял пожилой мужчина в белом халате. В нашей человеческой и демонической расах есть много уважаемых даосов, находящихся на стадии интеграции среднего тела, как и мы. Но лишь очень немногие из них добрались до поздней стадии интеграции тела. Если я правильно помню, уважаемый Даос Хань, кажется, только достиг средней стадии интеграции тела. И сделал это не так давно. Такая скорость продвижения слишком необычна. Даже самые легендарные фигуры в истории двух наших рас, скорее всего, не могут сравниться с ним, кивнул буддийский монах Цзинь Юэ. Именно из-за ошеломляющих способностей уважаемого Даоса Ханя этот шаг будет еще более трудным для него. После такого короткого времени его фундамент не может быть таким прочным. Это усложнит этот прорыв, сказал пожилой мужчина в белом халате. Хе-хе, мы все здесь просто размышляем. Еще предстоит увидеть, что на самом деле произойдет. Возможно, уважаемый Даос Хань преподнесет нам двоим огромный сюрприз, усмехнулся буддийский монах Цзинь Юэ. Я, конечно, на это надеюсь. Если другой культиватор на поздней стадии интеграции тела сможет поддержать наш город, нам будет намного легче противостоять дьявольской армии. Если бы он преуспел в этом прорыве, он, скорее всего, даже смог бы встретиться лицом к лицу с клоном священного предка в битве, размышлял пожилой мужчина в белой мантии. Действительно. До того, как истинные тела священных предков сойдут в это царство, их клоны будут самыми могущественными существами в дьявольской армии. А наш первоначальный план предполагал сосредоточить наши усилия именно на борьбе с этими дьявольскими лордами, сказал буддийский монах Цзинь Юэ, когда в его глазах вспыхнул холодный свет. Пожилой мужчина в белом кивнул в ответ, прежде чем снова повернуться к явлениям, происходящим на расстоянии. В этот момент огненные облака наверху уже превратились в малиновое море, охватившее практически все небо, а под огненными облаками формировалась серия гигантских рун разных цветов. Эти руны излучали ослепительный свет, и в следующее мгновение они резко устремились к огненным облакам, как будто собирались пронзить облака. Из огненных облаков раздался громкий жужжащий звук, и они забурлили еще сильнее. Как только гигантские руны соприкоснулись с облаками, раздался своеобразный шипящий звук, после которого руны начали рассыпаться. Они были полностью подавлены облаками. Холодный хрип внезапно разнесся по всему пространству, после чего во вспышке лазурного света появилась расплывчатая гуманоидная фигура высотой более 10 тысяч футов, затем она несколько раз в быстрой последовательности бесстрастно указала вверх. Невидимая рябь пробежала по пространству наверху, и скорость, с которой проявлялись гигантские руны, увеличилась более чем в 10 раз. Миллионы рун появились всего за несколько вдохов, а затем хлынули вверх, как обратный водопад. Однако огненные тучи оставались такими же решительными, как и прежде, даже против резкого увеличения наплыва гигантских рун. И огненные облака, и гигантские руны расширялись с угрожающей скоростью, и казалось, что они никогда не остановятся. Однако гигантская гуманоидная проекция, казалось, потеряла терпение и резко махнула рукой в сторону огненных облаков издалека. Хотя это была всего лишь проекция, атака, которой она махнула, вызвала оглушительный гул, похожий на глухой удар грома. Лазурная гуманоидная фигура рассыпалась во вспышке, но огромный взрыв невидимой силы легко хлынул в облака, прежде чем тут же взорваться. В быстрой последовательности раздалась череда взрывов, и в облаках появилась гигантская дыра диаметром более 1000 футов. Несколько гигантских рун внизу мгновенно хлынули через дыру в облаках, после чего дыра мгновенно закрылась. Эти руны сошлись, чтобы сформировать еще одну огромную руну размером около акра, и она постепенно преобразовывалась в существенную форму. Однако именно в этот решающий момент над огненными тучами вдруг стали появляться темные тучи. Затем эти темные облака превратились в серию гигантских черных змей на фоне череды взрывных раскатов грома. Над телами этих змей начали появляться чрезвычайно толстые сосуды с серебряными молниями, создавая удивительное зрелище. Их 81. Это невероятно. Я помню несчастье на поздней стадии интеграции тела, свидетелем которого я был в прошлом, было всего 36. Воскликнул буддийский монах Цзинь Юэ. Увидев это, пожилой мужчина в белой мантии также застыл от изумления, но он спокойно сказал. Интересно, как уважаемый Даос Хань собирается справиться с таким ужасным испытанием на поздней стадии интеграции тела. Он легко может получить тяжелые ранения и не совершить прорыв.
Жаль, что мы не можем помочь ему в этом процессе. В противном случае, возможно, для него все еще была бы надежда. Казалось, он уже убедил себя, что Хань Ли определенно не сможет преодолеть это испытание. Не нужно слишком беспокоиться, брат Гоу. У уважаемого Даоса Ханя должны быть свои причины для попытки прорыва в такое время. Давайте подождем и посмотрим, серьезно ответил буддийский монах Цзинь Юэ. Как раз в этот момент раздался очередной раскат грома, и сверху обрушилось несколько десятков разрядов золотых молний, каждая из которых была толщиной с огромный резервуар для воды. Молния пронзила массивную руну и огненные облака, а затем поразила гигантских черных змей с разрушительной силой. Раздался оглушительный грохот, и золотые молнии проделали массивные дыры в телах черных змей, в то время как серебряные молнии вокруг их тел были поглощены золотыми молниями. Если бы не тот факт, что золотая молния исчезла всего через мгновение, черные змеи действительно могли быть полностью уничтожены. Однако золотая молния, похоже, разозлила этих змей, и они издали яростный рев, когда облака и туман устремились к дырам в их телах, регенерируя их в мгновение ика. Затем змеи открыли свои пасти, чтобы выпустить порывы яростных черных крыльев, которые в бешенстве устремились вниз, и огненные облака внизу начали гореть с еще большей яростью. Ветер и пламя дополняли друг друга, образуя огромное море пламени, охватившее площадь около 100 квадратных километров. Затем море пламени начало опускаться, и пространство внизу осветилось ярко-красным цветом, как будто все пространство было подожжено. Выражения лиц буддийского монаха Цзинь Юэ и пожилого человека в белых одеждах слегка изменились, когда они увидели это. Если бы кто-то не смог контролировать это море пламени, бесчисленное количество обычных культиваторов внизу погибло бы. Другие культиваторы поблизости тоже резко вздохнули в унисон. Они не думали, что небесная скорбь будет такой грозной даже на начальных стадиях. И если бы они были на месте Хань Ли, все они, скорее всего, уже превратились бы в пепел. В центре огненного моря находилось не что иное, как каменная пагода, в которой остановился Хань Ли. Эта пагода, естественно, была защищена некоторыми ограничениями, но если бы она была поражена огненным морем, она определенно была бы уничтожена. Прямо в этот момент на вершине пагоды появился шар серебряного света, после чего раздался ясный крик, когда появился гигантский серебряный огненный ворон. Когда он впервые появился, огненный ворон был всего около 10 футов в размере, но когда он расправил крылья, он увеличился более чем в 100 раз по сравнению с первоначальным размером, прежде чем рвануть прямо к морю пламени. Раздался глухой удар, когда серебряный огненный ворон исчез в огненном море, но в следующее мгновение огненное море внезапно начало яростно бурлить. Багровое пламя быстро устремилось к гигантскому огненному ворону, словно их притягивала непреодолимая сила, а затем быстро исчезло среди вспышек света. Всего за короткое время более пятой части всего огненного моря исчезло, и с такими темпами не пройдет много времени, прежде чем все огненное море перестанет существовать. Однако, прежде чем это могло произойти, гигантские черные змеи наверху внезапно открыли свои рты, чтобы выпустить потоки белой ци, которые устремились вниз. Белая ци казалась совершенно обычной, но когда она рассеялась по воздуху, образовалось более 10 полупрозрачных и несравненно острых ледяных шипов, каждый из которых был около 10 футов в длину. Еще до того, как ледяные шипы начали опускаться, из каменной пагоды внизу раздался ужасный вой, вслед за которым вылетели 5 черепов размером с колесо телеги, а затем открыли свои рты, извергнув 5 потоков ледяного пламени, которые охватили ледяные шипы, что были сверху. Как только ледяные шипы соприкоснулись с этим ледяным пламенем, они вернулись к белой духовной ци, прежде чем исчезнуть среди пламени. Даже после того, как эти два типа атак были нейтрализованы, черные змеи оставались совершенно невозмутимыми. Их тела изогнулись, и они взорвались под оглушительный грохот. Фрагменты их тел затем превратились в бесчисленные гигантские камни разных размеров. Самые маленькие из этих камней были меньше человеческой головы, а самые большие имели размер более 10 тысяч футов и напоминали небольшие горы. С таким количеством гигантских камней, падающих сверху, казалось, что пришел конец света, и все нормальные культиваторы внизу мгновенно побледнели в ужасе. В потайной комнате на самом глубоком уровне каменной пагоды сидел человек с плотно закрытыми глазами на желтом футоне. Духовная ци струилась по всему его телу, и его лицо было довольно красным. Пот струился у него со лба, и казалось, что он с огромным трудом выдерживает какое-то давление, а его кости трещат от собственного напряжения. Перед ним стояла пара миниатюрных гор, одна черная и одна лазурная, каждая из которых была около 10 футов высотой. Над ним было 72 маленьких лазурных меча, которые вращались в воздухе. На его теле также были слои черных рун, окружающие чернильно-черные доспехи. Как ни странно, по всей секретной комнате было рассеяно бесчисленное множество серых пятнышек света. Каждое пятнышко света было размером с человеческий палец, но от них исходила чрезвычайно ледяная аура.
Глава 1992. Поздняя стадия интеграции тела. Часть 3. Человек, сидевший на земле, был никем иным, как Ханли. Судя по его нынешнему выражению, он был не в очень хорошем состоянии. Его лицо было бледным, на лбу выступили синие вены, глазные яблоки под смеженными веками то и дело нервно дергались. Вокруг Ханли постоянно дрейфовали серые пятнышки света, изредка принимая облик злобных монстров, а также гуманоидных проекций обоих полов и всех возрастов. Эти причудливые создания походили на порождение безумных сновидений. Вот только они не были пустыми мороками, а были чрезвычайно опасны. Однако, независимо от того, какую форму приняли эти серые точки света, независимо от того, насколько порой они выглядели нелепо или даже безобидно, все они непрерывно злобно набрасывались на Ханли. Но нападая раз за разом, они были вынуждены отступать из-за парящих вокруг него сокровищ. Таким образом, эти злонамеренные призраки могли только продолжать жужжать в области, окруженной сокровищами. Однако по мере того, как их снова и снова заставляли возвращаться, эти существа постепенно становились все более и более жестокими и нетерпеливыми. Ханли вообще не обращал внимания на этих существ, но ситуация, казалось, становилась для него все более и более напряженной. В действительности так оно и было. В некоем таинственном пространстве его разума его облаченный в лазурную мантию духовный клон в настоящее время сражался с кем-то другим. Противник был одет в чернильно-черную мантию и владел 72 черными летающими мечами. Внешний вид фигуры в черной мантии был полностью идентичен Ханли, но в его глазах мерцал малиновый свет, а на лице была зловещая улыбка. Все его тело также было окутано дьявольской ци, что делало его похожим на всемогущего небесного демона. Ханли сделал ручные печати обеими руками, одной рукой управляя своими 72 лазурными летающими мечами, а другой выпуская золотые молнии. Тем не менее, Ханли в черной мантии смог легко противостоять лазурным летающим мечам своими черными летающими мечами, и он также выпустил в ответ черные молнии, которые были даже толще, чем встречные золотые молнии. Выражение лица Ханли потемнело, когда он увидел это, и более сотни дуг золотых молний одновременно вырвались из его тела, чтобы уничтожить приближающиеся черные молнии. Внезапно раздался чрезвычайно милый и приятный женский голос. «Хе-хе, сопротивление бесполезно, сопляк. Этот внутренний демон — полная копия тебя самого. Нет, на самом деле, с улучшениями, которые он получает от меня, он даже сильнее тебя. Я уверена, что ты тоже понял, что не в силах бороться с ним так долго. Этот внутренний демон действительно немного сильнее меня, но ты заблуждаешься, если думаешь, что он может победить меня. Тебе удалось проникнуть в мою душу только во время потери концентрации. В противном случае этот внутренний демон не даже существует, сказал Ханли с мрачным выражением лица, перевернув руку, чтобы показать короткую серебряную линейку, которую он провел по воздуху, чтобы выпустить бесчисленные проекции линейки в сторону внутреннего демона. Ты действительно гораздо сильнее, чем я себе представляла, и было бы нереалистично ожидать, что простой внутренний демон уничтожит твою душу. Но не забывай, что ты преодолеваешь свои невзгоды на поздней стадии интеграции тела. Я не знаю, как ты защищаешь себя, но с большей частью твоего духовного смысла и магической силы, посвященной этой битве, ты никак не сможешь успешно преодолеть испытания. Если ты не хочешь умереть, тогда тебе лучше отдайте этот комплект дьявольских доспехов. Как только ты это сделаешь, я сразу же уйду, чтобы ты мог спокойно преодолеть свои невзгоды, сказала женщина голосом искусительницы. Обладателем голоса был никто иной, как небесный дьявольский монарх, с чьими дьявольскими намерениями Ханли однажды столкнулся в облачном городе. Ему каким-то образом удалось проникнуть в духовное чувство Ханли во время этого критического момента в его преодолении невзгод, а затем создать этого внутреннего демона, чтобы попытаться поглотить его душу. Если бы не тот факт, что духовное чувство Ханли было гораздо более сжатым, чем у среднего культиватора, был хороший шанс, что внутренний демон преуспел бы. Ты думаешь, я поверю словам небесного дьявольского монарха? Какая глупая наивность. Я не вчера родился, а потому хорошо знаю такого рода уловки. Я предполагаю, что как только мысль сделать уступку придет мне в голову, внутренний демон тут же набросится на меня и пожрет мою душу. Я всегда слышал это. Небесные дьявольские монархи были самыми искусными в принуждении и часто могли убить свои цели, даже не сражаясь с ними. Похоже, что это правда, совершенно бесстрастно ответил Ханли. Хе-хе, ты точно начеку. В таком случае я подожду, пока ты упадешь навстречу собственной гибели. После того, как твое тело и душа будут уничтожены во время небесной скорби, я все еще смогу восстановить комплект дьявольских доспехов. Голос небесного дьявольского монарха внезапно превратился в чрезвычайно грубый и хриплый мужской голос. Внутренний демон провел рукавом по воздуху, а также выпустил бесчисленное количество шипов черной линейки, чтобы свести на нет все атаки Ханли.
Выражение лица Хань Ли помрачнело еще больше, когда он увидел это, и прямо в этот момент другая меньшая часть его духовного чувства передала ему сообщение, в котором говорилось, что небесная скорбь вот-вот достигнет критической стадии, и что магическая сила и духовный смысл, который он оставил позади, скорее всего, не выдержит. Таким образом, ему нужно было сразу же убить внутреннего демона, чтобы он мог всем сердцем сосредоточиться на своем преодолении невзгод. Имея это в виду, Хань Ли немедленно издал низкий рев и сложил ручную печать, когда из его тела вспыхнул золотой свет, после чего он превратился в горную золотую обезьяну. Возможно, ты сможешь воспроизвести мои искусства и сокровища совершенствования, но давай посмотрим, сможешь ли ты воспроизвести и мою технику трансформации. Хань Ли взревел, ударив кулаками по внутреннему демону. Два невероятно мощных выброса золотых ударных волн вырвались вперед, угрожая превратить внутреннего демона в фарш. Странный взгляд мелькнул в глазах внутреннего демона, и черный свет вспыхнул из его рук, когда на его коже появился слой черной чешуи, после чего он резко сделал хватательное движение вверх. Бесчисленные черные острия когтей появились над внутренним демоном, сформировав гигантскую сеть, которой удалось сдержать золотые ударные волны. Однако, как только прибыли два гигантских золотых кулака, сеть была полностью разрушена. Во время этой задержки на долю секунды внутренний демон втянул свои 72 черных летающих меча обратно в свое тело, а затем издал гортанный рык, когда черная ци в бешенстве вырвалась из его тела. На его голове появилась пара толстых черных рогов, и в то же время его тело резко увеличилось в размерах. В мгновение эка он превратился в гигантского дьявольского минотавра с черной чешуей. Он оказался таким же массивным, как золотая обезьяна, и потянулся голыми руками прямо к кулакам обезьяны. Раздались два оглушительных удара, и гигантская золотая обезьяна была отброшена на несколько шагов назад, а внутренний демон был вынужден рухнуть сверху вниз, выбив в земле массивную воронку. После этого единственного обмена сокрушительными ударами Хань Ли сразу понял, что Минотавр не так силен, как его форма гигантской горной обезьяны, но между ними не было большого различия. Такими темпами, даже если бы он смог добиться победы, это определенно заняло бы очень много времени. При таких обстоятельствах он, естественно, не мог позволить себе медлить дальше. В глазах Хань Ли появился намек на спешность, и он, наконец, стиснул зубы, прежде чем принять решение. Способность, которую он собирался высвободить следующей, должна была израсходовать много духовной силы, что было бы чрезвычайно пагубно для его преодоления невзгод, но у него не было выбора. Как только он успокоился, он тут же испустил протяжный крик, после чего позади него появился золотой шип с 3 головами и 6 руками. Проекция открыла свои 6 глаз, прежде чем мгновенно полетела к гигантской обезьяне в виде слабой тени. Слой золотого света окутал тело Хань Ли, после чего на его плечах появились еще 2 пушистые головы вместе с 4 дополнительными руками. Гигантская золотая обезьяна также приняла вид с 3 головами и 6 руками, а затем ее тело увеличилось еще больше, увеличившись в несколько раз по сравнению с первоначальным размером. В то же время Хань Ли сделал глубокий вдох, и над каждой из его 6 ладоней внезапно появился шар золотого света. В следующее мгновение 6 шаров золотого света начали быстро расширяться, и в мгновение эка они объединились в один гигантский шар свет размером более 1000 футов. Затем 3 головы Хань Ли начали петь в унисон, и бесчисленные руны появились из золотого шара света, прежде чем быстро вращаться вокруг него. Огромный золотой вихрь мгновенно сформировался в воздухе, прежде чем 6 гигантских рук Хань Ли подняли его выше. Из центра вихря вырвался взрыв огромной всасывающей силы, и дьявольский минотавр споткнулся, когда его силой потянуло к вихрю. Он тут же издал яростный рык, и впервые на его лице появилось испуганное выражение. Это была копия тела Хань Ли, но из-за его неспособности воспроизвести настоящую духовную кровь 12 пробуждающих трансформаций были единственной способностью, которую он не мог имитировать. Таким образом, он, естественно, оказался совершенно бессильным перед лицом атаки, развязанной объединенными силами формы гигантской горной обезьяны Хань Ли и искусств истинного дьявола происхождения. В своем отчаянии дьявольский минотавр выпустил все виды сокровищ, в том числе свои 72 черных летающих меча, 2 крайние горы и короткую черную линейку, чтобы атаковать гигантский вихрь, но все было безрезультатно. Как только сокровища оказывались в пределах общей близости от вихря, они были сметены бесчисленными золотыми рунами, вырывающимися из вихря, а затем насильно втянуты в него, прежде чем бесследно исчезнуть. В этот момент дьявольский минотавр также был притянут не более чем на 300-400 футов от вихря. Внезапно он вызвал малиновый трезубец среди вспышки черного света, а затем вонзил его в землю, используя его как якорь, чтобы едва остановить собственный импульс. На лице дьявольского минотавра сразу появилось восторженное выражение. Однако именно в этот момент Хань Ли издал низкий крик и швырнул золотой вихрь вниз, как гигантскую гору. У внутреннего демона был только шанс издать мучительный вой, прежде чем он был полностью залит золотым светом. Глава 1993. Поздняя стадия интеграции тела. Часть 4.
На этот раз тебе повезло, но если я смог вызвать внутреннего демона один раз, то смогу и во второй раз. Тогда ты точно не сможешь выжить. Яростным голосом взревел небесный дьявольский монарх. Сразу после этого из воздуха появился шар черной ци, который быстро начал принимать гуманоидную форму. Размечтался. Второго раза не будет. Ты заблуждаешься, если думаешь, что снова сможешь спрятаться после того, как уже открылся мне. Хань Ли холодно фыркнул в ответ, а затем внезапно открыл один из 3 своих ртов, чтобы выпустить шар лазурного света. Лазурный свет был сформирован духовной ци внутри его тела и содержал палочку желтого полусгоревшего ладана, источавшего слабый аромат сандалового дерева. Голубой свет вспыхнул из глаз центральной головы Хань Ли, и он сделал хватательное движение, чтобы вытащить палочку благовоний, прежде чем энергично потереть руки. Между его ладонями возник шар серебряного пламени, и столб слабого желтого дыма мгновенно начал рассеиваться по воздуху. В то же время одна из его других голов изо всех сил выдохнула, и желтый дым превратился в стрелу, которая пронзила воздух, а затем резко исчезла в полете. В следующее мгновение стрела снова появилась среди вспышки желтого света недалеко от Хань Ли, прежде чем погрузиться в то, что казалось ничем иным, как пустым пространством. Раздался приглушенный стон, и вдруг из ниоткуда появился шар искривленного черного света. Желтая стрелка вонзилась прямо в центр шара света. Внутри черного света находилась миниатюрная гуманоидная фигура ростом около нескольких дюймов, и хотя ее тело было пронзено стрелой, она насмешливо усмехнулась. Ты думаешь, что обычное сокровище, подобное этому, может причинить мне вред? Ты, должно быть, впадаешь в отчаяние. Черты лица миниатюрной гуманоидной фигуры были совершенно неразличимы, но один лишь вид чистой дьявольской ци, исходящей от ее тела, заставлял зрителя чувствовать себя так, как будто он был погружен в ледяную яму. На лице Хань Ли появилось выражение облегчения, когда он подтвердил, что стрела попала в цель, и он сказал холодным голосом: «Когда я говорил, что это обычное сокровище. Это похоже на ваш дьявольский замысел. Да, этой штуки будет более чем достаточно, чтобы избавиться от тебя». Что? Эта миниатюрная гуманоидная фигура вздрогнула, когда внезапно вспомнила, что это был за предмет из его огромного богатства воспоминаний. Однако было уже слишком поздно. В следующее мгновение желтая стрела взорвалась, и желтый дым, несущий слабый аромат сандалового дерева, мгновенно рассеялся, охватив примерно акр окружающего пространства. Миниатюрная черная фигура не смогла сохранить свою форму в слабом желтом дыму, и прежде чем полностью исчезнуть, возмущенно завопила. Невозможно. Черные инфернальные ледяные благовония уже исчезли в этом царстве. Как ты мог заполучить это? Но не празднуй слишком рано. Когда ты совершишь прорыв на этапе Великого Вознесения, я обязательно лично сойду в это царство и обязательно положу конец твоей жизни. Таким образом, дьявольские намерения небесного дьявольского монарха были насильственно изгнаны из духовного чувства Хань Ли. Увидев это, он быстро сложил ручную печать и в мгновение ока вернулся в свою человеческую форму. Его лицо слегка побледнело, и он слегка задыхался от напряжения. Способность, которую он только что высвободил, явно израсходовала значительное количество духовного смысла и магической силы, поэтому он воздерживался от ее использования ранее. Хань Ли взглянул на то место, где только что исчезла дьявольская фигура, и выражение его лица оставалось довольно мрачным. Он тут же наложил еще одну ручную печать, и его тело рассыпалось на пятнышки лазурного света. Чтобы внутренний демон не повлиял на духовное чувство, которое он оставил вне своей души, он полностью оборвал свою связь со своим собственным физическим телом. Теперь, когда эта угроза была предотвращена, он, естественно, немедленно возвращался в свое собственное тело. В тот момент, когда Хань Ли открыл глаза, он увидел окружающие серые точки света, которые превратились в 5 ужасных призраков, которые изо всех сил пытались напасть на него через его сокровища. С каждой атакой, которую они развязывали, окружающие сокровища сильно дрожали, и духовный свет, испускаемый ими, также значительно тускнел. 5 призраков постоянно вращались вокруг Хань Ли с удивительно сильными аурами, исходящими от их тел, и выражение лица Хань Ли сразу же помрачнело, когда он увидел это. Он издал громкий крик, когда из его тела вырвались бесчисленные дуги золотых молний, и 5 дьявольских призраков, появившихся из зловещего Ци, были мгновенно уничтожены, не в силах оказать никакого сопротивления. Позаботившись об этих 5 дьявольских призраках, выражение лица Хань Ли помрачнело еще больше. В этот момент ограничения и формации, которые он подготовил специально для этого небесного бедствия, уже были активированы, создавая несколько массивных слоев световых барьеров, которые окружали всю каменную пагоду. В настоящее время над головой висел 81 гигантский черный змей, извергающий разрушительные молнии разных цветов. Самые маленькие разряды молнии были всего около фута в длину, в то время как самые длинные имели длину около 500 метров, и они падали сверху проливным ливнем. Среди вспышек молний ограничения начали проявлять признаки перенапряжения.
В этот момент все удары молнии, обрушившиеся сверху, внезапно объединились в один гигантский столб молнии, и все световые барьеры были мгновенно разрушены. Без каких-либо дальнейших препятствий, стоявших на его пути, молнии мгновенно исчезли, затем снова появились над Хань Ли в его секретной комнате, прежде чем продолжить обрушиваться с разрушительной силой. Хань Ли немедленно провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить около дюжины золотых молний, и раздался оглушительный грохот, когда золотая молния и пятицветная молния нейтрализовали друг друга. Однако это было только начало. Еще больше пятицветных молний появилось над головой, и они обрушились на Хань Ли с невероятной свирепостью. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он сделал хватательное движение одной рукой. Шар лазурного света вспыхнул над его ладонью, а затем разлетелся во все стороны в виде 72 полос лазурного света. Внезапно раздался громкий рев дракона, и бесчисленные полосы лазурного меча появились, прежде чем рассеяться по всей секретной комнате, а затем сошлись, образуя лазурный шар света над Хань Ли. Мяч вращался на месте, выпуская бесчисленные полосы ослепительного меча Ци, а затем разбивался, обнажая зеленого свернувшегося дракона. В мгновение Эка Хань Ли создал свою формацию лазурного меча. Как и ожидалось от одного из его козырей, лазурному дракону удалось остаться совершенно невредимым перед лицом пятицветной молнии, и он смог победить все разряды молнии сокрушительным взмахом своего мощного хвоста. В этот момент огненные облака наверху уже восстановили свою первоначальную массу, и в них произошел всплеск духовной Ци атрибута огня. После чего сверху обрушились малиновые огненные шары размером с голову. Хань Ли, естественно, не собирался бояться этих приближающихся огненных шаров. Он глубоко вздохнул и призвал две свои крайние горы, затем возложил руку на каждую из них. И тут из двух гор вырвался серый свет божественной сущности и полосы невидимого меча Ци. День и ночь спустя все из 81 черного змея в небе, наконец, взорвались, превратившись в облака черной Ци. И в этот момент все наблюдавшие высококлассные культиваторы уже были полностью поражены свирепостью этого небесного испытания, а также меры, которые Хань Ли предпринял, чтобы противостоять этому. Это был первый раз, когда они видели такое страшное небесное бедствие, и для них было совершенно невероятно, что сила одного человека смогла противостоять этому. В тот момент, когда черные змеи исчезли, из каменной пагоды раздался протяжный крик, пронзивший небеса. В то же время из пагоды вырвался лазурный столб света, превратив все остатки огненных облаков и черную Ци в бесчисленные руны разных цветов. После того, как столб света исчез, высоко в воздухе появилась огромная гуманоидная проекция высотой около 10 тысяч футов с внешностью, полностью идентичной Хань Ли. Разве это не уважаемый Даос Хань? Понятно, значит, это старший Хань преодолел свои невзгоды при переходе на позднюю стадию интеграции тела. Большинство ближайших культиваторов сразу же смогли идентифицировать проекцию как Хань Ли, и сразу же разразились оживленной дискуссией. Лазурная проекция оглядела бесчисленные руны поблизости, и на ее лице появилась слабая улыбка, прежде чем она резко и яростно вдохнула. Все руны содрогнулись, прежде чем превратиться в пятнышки света, которые хлынули в рот гигантской проекции, и с каждым вдохом поглощались десятки тысяч этих пятнышек света. В то же время лазурная проекция быстро расширялась, и после того, как все окружающие световые пятна были поглощены, новые световые пятна начали собираться издалека, как мотыльки на пламя, только для того, чтобы тоже быть поглощенными пламенем лазурной проекции. Увидев это, на лице пожилого мужчины в белом появилось встревоженное выражение, и он поспешно закричал: «Все, возвращайтесь!» Уважаемый Даос Хань уже преодолел свои невзгоды на переходе к поздней стадии интеграции тела и в настоящее время поглощает Ци мира, чтобы преобразовать свою душу. Мы все в настоящее время находимся в зоне поражения, поэтому мы должны немедленно вернуться. Глава 1994. Дьявольский лорд номер 1. Все присутствующие высококлассные культиваторы, услышав это, сразу же разлетелись в разные стороны, за некоторыми исключениями, которые также были вынуждены отступить перед лицом холодного взгляда, направленного на них седовласым пожилым мужчиной. И я не могу поверить, что эти ублюдки планировали забрать мировую Ци, собранную уважаемым Даосом Ханем в такой решающий момент. Холодно фыркнул пожилой мужчина в белом. Неудивительно, что некоторые люди попытаются пойти на такой риск. Мировая Ци, собранная уважаемым Даосом Хань, имеет высочайший уровень чистоты. Если они смогут взять хотя бы крошечную ее часть, они получат огромную пользу. Буддийский монах Цзинь Юэ усмехнулся. Но если бы мы позволили это могло бы повлиять на преобразование души уважаемого Даоса Ханя. Эффект был бы практически незначительным, но мы, конечно, не хотели бы, чтобы уважаемый Даос Хань был недоволен нашим городом из-за чего-то подобного, сказал пожилой мужчина в белом, когда на его лице появилось сложное выражение. Действительно. Кроме того, если что-то пойдет не так во время преобразования души уважаемого Даоса Ханя, он определенно не позволит этим оппортунистическим личностям сорваться с крючка.
В любом случае, успешный прорыв уважаемого Даоса Ханя к поздней стадии интеграции тела — это фантастические новости для нашего города. Даже сейчас я все еще чувствую, что нахожусь во сне. Я очень доверял уважаемому Даосу Ханю, но я даже не думал, что он сможет превзойти столь страшное испытание скорби так гладко, вздохнул буддийский монах Цзинь Юэ. Соратнику Даосу Ханю потребовалось всего несколько столетий, чтобы перейти от ранней стадии интеграции тела к поздней стадии интеграции тела. По сравнению с ним я чувствую, что потратил впустую всю свою жизнь. Возможно, действительно есть шанс, что он станет вторым культиватором великого вознесения нашей человеческой расы, размышлял пожилой мужчина в белом, поглаживая свою длинную бороду. Действительно, с потрясающими способностями уважаемого Даоса Ханя это, конечно, возможно. Однако, хотя переход к поздней стадии интеграции тела уже чрезвычайно труден, он все еще бледнеет по сравнению с прорывом на стадию великого вознесения. Даже для уважаемого Даоса Ханя есть только очень призрачная возможность, кивнул буддийский монах Цзинь Юэ. Конечно, но у него все еще есть шанс обрести бессмертие в будущем. Увы, этот корабль уже отплыл без нас, и мы можем только ждать завершения наших жизней, сказал слегка удрученно пожилой мужчина в белом. Нет необходимости так долго останавливаться на этом вопросе, уважаемый Даос Гау. Очень немногим людям за всю историю нашей человеческой расы удалось достичь стадии великого вознесения. Нам уже очень повезло, что в нашем поколении есть старший Мо, ответил буддийский монах Цзинь Юэ. Хе-хе, вы действительно просветлены, уважаемый Даос Цзинь. Действительно, вы правы. Даже для практикующих в стадии Великого Вознесения есть одно последнее серьезное препятствие, которое необходимо преодолеть, прежде чем можно будет достичь бессмертия. Потому никому в истории двух наших рас это не удалось, так что это, безусловно, далеко не простая задача, усмехнулся пожилой мужчина в белом. В прошлом было несколько пожилых людей, которые пытались преодолеть испытания стадии Вознесения, но все они делали это тайно, поэтому никто не был свидетелем их преодоления испытаний. Возможно, некоторым из них в конце концов удалось добиться успеха, сказал с надеждой буддийский монах Цзинь Юэ. Возможно. В любом случае, это не имеет ничего общего с нынешним состоянием нашего города. Поскольку уважаемый Даос Хань уже преуспел в своем преодолении невзгод, давайте не будем больше задерживаться здесь. В противном случае было бы довольно хлопотно, если уважаемый Даос Хань должен был неправильно истолковать наше присутствие как признак того, что у нас есть злой умысел, ответил пожилой мужчина в белом халате. Буддийский монах Цзинь Юэ, естественно, не возражал против этого, и они вдвоем мгновенно улетели с места происшествия. Вдалеке гигантская проекция все еще безумно собирала мировую ци, и в этот момент более половины всего города глубокого неба стала воронкой для мировой ци. В конце концов, проекция увеличилась примерно до 50 тысяч футов в высоту и была видна всем в городе, что, естественно, вызвало массовый ажиотаж. Мало того, что люди и демоны в городе могли видеть проекцию, образованную душой Ханьли, дьявольские существа в дьявольских цитаделях и пирамидах дальше также могли с большого расстояния видеть размытый силуэт, а также ощущать нарастающую волну мирового происхождения ци в городе глубокого неба. В самой высокой из дьявольских пирамид находился молодой человек в малиновой мантии, смотрящий в окно на город глубокого неба. В его глазах то и дело вспыхивал малиновый свет. Нет никаких сомнений в этой ауре, кто-то, должно быть, совершил прорыв на позднюю стадию интеграции тела. Это довольно хлопотно. Эта огромная аура предполагает, что это не просто какое-то обычное существо на поздней стадии интеграции тела. Нужно приготовить какие-нибудь контрмеры на это, пробормотал себе под нос юноша, слегка сузив глаза. Молодой человек был никем иным, как последним клоном священного предка Сюэгуана, который был командующим дьявольской армией в этой области. Неподалеку от окна на каменном стуле сидел дородный мужчина в серебряном одеянии из звериной шкуры. В настоящее время он жевал окровавленную заднюю лапу некоего зверя и сказал слегка искаженным голосом. Это обычное существо на поздней стадии интеграции тела. Ни о чем беспокоиться. Будьте уверены, просто предоставьте его мне. Хе-хе, вы пригласили меня сюда именно потому, что вы хотели, чтобы я устранил некоторые препятствия для вас, не так ли? У мужчины было чрезвычайно мускулистое телосложение с блестящей бронзовой кожей, и он излучал леденящую кровь ауру, похожую на ауру злобного зверя. Нет необходимости беспокоить вас из-за чего-то подобного, брат Сюн. Я пригласил вас сюда, чтобы разобраться с еще более беспокойным парнем. Я не уверен, вернулся ли он в город глубокого неба или нет. Но если его нет в город, то я оставлю этого культиватора поздней стадии интеграции тела тебе, ответил Сюэ Гуан. Этот крепкий мужчина явно был всего лишь дьявольским существом поздней стадии интеграции тела, но Сюэ Гуан, казалось, относился к нему весьма настороженно и обращался к нему как к равному. Соперник, о котором вы хотите, чтобы я позаботился, будет еще более грозным, чем это существо на поздней стадии интеграции тела. Спросил дородный мужчина с оттенком удивления в глазах.
Я так думаю. Я не уверен в деталях. Все, что я знаю, это то, что 3 моих клона преследовали его дважды, и они вернулись после неудачной первой попытки, прежде чем были уничтожены во время второй попытки, сказал Сюэ Гуан, нахмурив брови. Дородный мужчина был поражен, услышав это, и отшвырнул недоеденную заднюю ногу в сторону, когда на его лице появилось серьезное выражение. Что? Теперь, когда вы упомянули об этом, я припоминаю, что слышал, как некоторые коллеги Даоса упоминали, что вы отправили в это царство сразу 3 клонов, но как все 3 могли быть убиты одновременно? Это сделал человек или демоническое существо стадии Вознесения? Хе-хе, будьте уверены, брат Сюн. Я бы не стал заставлять вас сражаться за меня с кем-то на стадии Великого Вознесения. Рассматриваемая цель всего лишь человек-культиватор на средней стадии интеграции тела, но он обладает набором невероятных способностей, и даже средний культиватор на поздней стадии интеграции тела ему не ровня. Эти 3 моих клона, скорее всего, погибли от его рук. Как дьявольский лорд номер 1 нашей священной расы, ты лучший выбор, чтобы справиться с таким противником, Сюэ Гуан ответил. Хватит мне льстить. Если этот человек смог убить сразу всех 3 ваших клонов, то, даже если бы его силы уступали моим, это было бы ненамного. Вы должны удвоить мою компенсацию. Иначе я не берусь за эту работу. Без колебаний сказал дородный мужчина. Хорошо, но ты должен оставить все его сокровища мне, согласился священный предок Сюэ Гуан, также без колебаний. Похоже, этот человек-культиватор либо несет какие-то могущественные сокровища, либо имеет что-то, в чем вы отчаянно нуждаетесь. В противном случае вы бы не согласились так легко. Так и быть, первоначальная компенсация, которую вы мне обещали, уже была довольно изрядной суммой. Теперь, когда вы удваиваете ее, я согласен оставить вам все его сокровища. Мне очень любопытно посмотреть, какими способностями обладает этот человек-культиватор, что позволило ему убить всех 3 ваших клонов. Похоже, на этот раз я смогу насладиться хорошей битвой. Сказал здоровяк со свирепой улыбкой, хрустя костяшками пальцев. В этот момент он действительно напоминал злобного зверя, едва сдерживающего свое убийственное намерение. Сюэ Гуан был очень доволен реакцией этого человека и, кивнув с улыбкой, сказал: «Я предлагаю такую большую сумму в качестве компенсации именно потому, что я уверен в ваших способностях, брат Сюн. Скоро мы начнем нашу главную атаку на город глубокого неба. Перед этим вы должны немного отдохнуть, чтобы восстановить энергию, которую вы потратили, чтобы спуститься в это царство, чтобы вы могли встретиться с этим противником в своей лучшей форме. Мне не нужно отдыхать, чтобы оправиться от такого тривиального расхода энергии. Поскольку мне здесь делать нечего, я пойду прогуляюсь и посмотрю, смогу ли я развлечь себя. Это царство духов. Конечно, вы, священные предки, не будете продолжать ограничивать меня здесь». Когда он говорил, на лице дородного мужчины внезапно появилось холодное выражение. Выражение лица Сюэ Гуана слегка изменилось, когда он услышал это, но тут же улыбнулся и ответил: «Конечно, брат Сюн, ты можешь делать здесь все, что захочешь». Дородный мужчина немедленно поднялся на ноги и ушел, даже не попрощавшись с Сюэ Гуаном, оставив Сюэ Гуана смотреть на него с покорным выражением лица. Это так называемый дьявольский лорд номер 1 явно не проявлял особого уважения к Сюэ Гуану. Конечно, в основном это могло быть связано с тем, что Сюэ Гуан присутствовал в этом царстве только в форме клона, а не своего истинного тела. В противном случае, каким бы могучим ни был здоровяк, он не осмелился бы вести себя так неотесанно. На мгновение на лице Сюэ Гуана появилось задумчивое выражение, прежде чем он внезапно закричал: «Вызовите 10 генералов, чтобы они немедленно пришли ко мне». «Да, мастер Сюэ Гуан», — немедленно уважительно ответил кто-то снаружи, прежде чем броситься выполнять его приказ. Только тогда Сюэ Гуан вернулся на свое место и начал тщательно обдумывать некоторые вещи. Глава 1995. Приглашение. Между тем, после поглощения достаточного количества духовной ци, гигантская проекция в городе глубокого неба, наконец, снова превратилась в лазурный шар света, который во вспышке опустился к каменной пагоде. Затем шар света исчез во вспышке духовного света, и Ханли, находившийся на самом глубоком уровне пагоды, медленно открыл глаза, когда на его лице появилось восторженное выражение. Итак, это поздняя стадия интеграции тела. Она действительно полностью отличается от средней стадии интеграции тела. Сейчас я в одном шаге от стадии Великого Вознесения. Путь к бессмертию наконец становится реальностью, пробормотал Ханли себе под нос, почувствовав резко возросшую магическую силу и духовное чувство в своем теле. После этого успешного прорыва его магическая сила и духовное чутье почти удвоились, и они будут только увеличиваться по мере того, как он продолжает совершенствоваться. И единственное, что его сильно разочаровало, так это то, что его физическое тело не сильно улучшилось.
Казалось, что слухи о том, что изменить свое физическое тело можно только после достижения стадии Великого Вознесения, были правдой. Что касается преимуществ, которые человек извлекал из этого преобразования, то это зависело бы от их скрытых способностей и искусств совершенствования, которые они использовали. Имея это в виду, Хань Ли снова закрыл глаза и немедленно начал укреплять свою новую базу совершенствования, а также восстанавливать огромное количество энергии, которую он потерял во время своего преодоления невзгод. Из-за того, что ему пришлось потратить много магической силы и духовного чутья на борьбу с внутренним демоном, он был вынужден использовать множество сокровищ, чтобы помочь себе преодолеть невзгоды. Невзгоды поздней стадии интеграции тела оказались гораздо более страшными, чем он себе представлял, и ему пришлось взорвать более десятка первоклассных сокровищ, которые он получил за эти годы. Даже его 72 лазурных бамбуковых меча облачного роя были повреждены, так как он толкнул их слишком далеко и при этом применил предельную силу. Если бы не тот факт, что две его крайние горы обладали сопротивлением небесной молнии и защищали его от последних нескольких волн ударов молний, он определенно был бы тяжело ранен, даже если бы ему все же удалось успешно преодолеть это испытание невзгод. Однако после этого преодоления невзгод на поздней стадии интеграции тела уверенность Хань Ли в 5 экстремальных горах еще больше укрепилась, и его решимость усовершенствовать оставшиеся 3 экстремальных горы была подтверждена. Его скорбь на стадии Великого Вознесения должна была быть еще более страшной, чем эта скорбь на поздней стадии интеграции тела. Без 5 крайних гор он вообще не был уверен в своих шансах на успех. Вдобавок ко всему, 5 крайних гор также были чрезвычайно важны для периодических больших небесных бедствий, которые постигнут его в будущем. На мгновение задержавшись на этой последней мысли, Хань Ли полностью расслабился и погрузился в свое совершенствование. Теплая магическая сила текла по всему его телу, и он медитировал около полумесяца, ни разу не проснувшись. В этот день дверь секретной комнаты была внезапно открыта порывом яростного ветра, и лазурный свет вспыхнул, когда Хань Ли вышел изнутри, а затем окинул взглядом окрестности. «Мы отдаем дань уважения мастеру. Поздравляю с прорывом, брат Хань». Ци Лин Цзы, Хай Юэтянь и Ледяной Феникс стояли на страже поблизости, и как только Хань Ли появился, они немедленно приблизились к нему с восторгом, запечатленным на их лицах. «Хе-хе, без вашей помощи я не уверен, что справился бы. Давайте продолжим наш разговор в холле». «Вы двое тоже можете пойти», — сказал Хань Ли двоим ученикам. У Ци Лин Цзы и Хай Юэтяня, естественно, не было возражений, и они немедленно последовали за Хань Ли на верхний этаж пагоды. Вскоре Хань Ли и Ледяной Феникс заняли место в холле на верхнем этаже, а Ци Лин Цзы и Хай Юэтянь почтительно стояли в стороне. Казалось, они были даже более взволнованы его прорывом, чем сам Хань Ли. С таким невероятно могущественным хозяином никто не посмеет снова смотреть на них свысока, даже существа с гораздо более высокой базой совершенствования, чем они, должны будут относиться к ним с уважением. «Брат Хань, я думал, что с моей родословной Небесного Феникса мои способности не уступают никому, но теперь я действительно не знаю, что сказать. Бьюсь об заклад, год назад ты даже не ожидал, что ты сотворишь такой невероятный прогресс. Помнишь, тогда мы объединили силы, чтобы подняться в царство духов через этот пространственный узел. С твоими огромными способностями ты, скорее всего, самое могущественное существо как среди людей, так и среди демонов, уступая только этим 2 старшим стадии Великого Вознесения. «Я не могу не завидовать», — сказал Ледяной Феникс с легким благоговением. «Мой прогресс до этого момента сильно зависел от удачи. Без вашей истинной духовной родословной и исключительных способностей к самосовершенствованию и достижения того же уровня лишь вопрос времени, так что, конечно же, не стоит мне завидовать», — ответил Хань Ли, спокойно покачав головой. «Я, конечно, на это надеюсь. Во время моего недавнего культивирования я чувствую, что приближаюсь к узкому месту. Похоже, я тоже недалека от прорыва», — кивнула Ледяной Феникс. «Хе-хе, тогда я должен поздравить тебя заранее», — сказал Хань Ли с улыбкой. Ледяной Феникс улыбнулась в ответ, но больше ничего не ответила. «Ци Лин Цзы, что-нибудь случилось во время моего уединения?» — спросил Хань Ли. В последнее время в городе было мобилизовано много культиваторов, и ходят слухи, что дьявольская армия собирается начать тотальную атаку на город. Многие культиваторы города прислали вам поздравительные сообщения и подарки. Я подсчитал все подарки и спрятал их, чтобы вы могли их проверить, когда будете готовы. Кстати, старейшины города также прислали поздравительные подарки, и старший Джин пригласил вас пойти и встретиться с советом старейшин сразу после того, как вы выйдете из уединения. Он говорит, что они должны обсудить с вами кое-что важное, уважительно ответил Ци Лин Цзы. Я посмотрю все подарки позже. Что касается приглашения уважаемого Даоса Джина, то оно, скорее всего, как-то связано с дьявольской армией. Похоже, мне придется совершить поездку туда. Видимо, это очень срочное дело. Поэтому я отправлюсь туда прямо сейчас», — сказал Хань Ли, вставая на ноги. Ци Лин Цзы и остальные были слегка удивлены,
увидев, как Хань Ли уходит в такой спешке, но они, естественно, не осмелились его остановить. Таким образом, Хань Ли слегка кивнул им, прежде чем вылететь из зала полосой лазурного света. К тому времени, когда Хань Ли прибыл в конференц-зал для встречи старейшин, пожилой мужчина в белом и буддийский монах Цзинь Юэ уже ждали у входа, по-видимому, заранее получив известие о его прибытии. Как только все трое сели, пожилой мужчина в белой мантии немедленно поздравил его и направил свое духовное чувство к Хань Ли, и моментально был сильно потрясен. Нынешние силы Хань Ли были непостижимы, как океан, и даже пожилой мужчина в белой мантии был совершенно не в состоянии определить точную базу его нынешнего совершенствования. Как это было возможно? Он был культиватором средней стадии интеграции тела. Даже если его силы уступали силам культиватора поздней стадии интеграции тела, такого огромного неравенства быть не должно. Этому было только два возможных объяснения, первое из которых заключалось в том, что Хань Ли использовал какую-то секретную технику или сокровище, чтобы замаскировать свою собственную базу совершенствования. Вторая возможность заключалась в том, что магическая сила Хань Ли действительно стала слишком непостижимой, чтобы его духовное чутье могло правильно ее обнаружить. Выражение лица пожилого человека в белом не изменилось, но он сразу же убедился, что первая возможность совершенно неправдоподобна. В конце концов, если бы у Хань Ли был способ замаскировать свою собственную базу совершенствования, то он бы использовал его, когда был культиватором средней стадии интеграции тела. Зачем ему делать что-то подобное сейчас, когда все уже знали, что он находится на поздней стадии интеграции тела? Но если это было последнее... Пожилой мужчина в белом не мог сдержать резкого вдоха, и тон его голоса неосознанно стал еще более вежливым. Выражение лица буддийского монаха Цзинь Юэ также не изменилось, но его изумление было не менее сильным, чем у пожилого мужчины в белом. Несмотря на то, что он уже очень высоко оценивал силы Хань Ли, казалось, что он все еще недооценивал его. После короткой беседы Хань Ли сказал: «Я уже получил поздравительные подарки, которые вы двое прислали мне. Позвольте мне выразить свою благодарность. Итак, я уверен, что вы пригласили меня сюда, чтобы обсудим срочный вопрос, так что давайте сразу к делу». Пожилой мужчина в белом и буддийский монах Цзинь Юэ обменялись взглядами, прежде чем первый сказал: «В таком случае я тоже больше не буду медлить. Мы стоим перед грандиозной битвой. Потому каждый культиватор в городе на боевом счету. Простите меня за резкость, но как бы вы оценили свои собственные шансы, если бы вы выступили против клона священного предка? Клон священного предка. Трудно сказать. В конце концов, все священные предки обладают разными силами и способностями. Я ничего не знаю о клоне священного предка за пределами города, поэтому не могу сказать о нем ничего определенного, но если это что-то вроде клонов священного предка, с которыми я сталкивался в прошлом, то у меня должны быть приличные шансы на победу, ответил Хань Ли после долгой паузы для размышлений.